Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Три брата». Давным-давно жил-да был человек, у которого было 3 сына, а всего достатка было немного, только тот дом, в котором он сам жил. Каждый из сыновей желал бы тот дом получить в наследство после его смерти, но отцу они были все одинаково милы. Вот и не знал он, как ему быть, чтобы никого не обидеть. Продать бы дом, да вырученные деньги между ними поделить. Так продавать-то ему не хотелось, потому что дом был им унаследован от его прадедов. Наконец пришла ему в голову хорошая мысль, и он сказал своим детям: «Ступайте-ка вы в люди, да поиспытайте себя, и каждый пусть изберет себе какое-нибудь ремесло для изучения. По возвращении вашим домой тот из вас, который выкажет себя искуснее других в своем деле, получит от меня дом в наследство». Сыновья были довольны решением отца и избрали себе ремесло по вкусу. Старший задумал быть кузнецом, второй – парикмахером, а третий – учителем фехтования. Затем они назначили время, в которое они должны были снова сойтись в доме отца, и разошлись в разные стороны. Случилось так, что каждый из них в своем деле нашел себе отличного учителя, у которого мог надлежащим образом выучиться своему мастерству. Кузнецу поручено было подковывать королевских лошадей, и он подумал: ну, теперь, кажется, без ошибки можно сказать, что дом именно мне достанется. Парикмахеру пришлось брить только знатных господ, и он тоже подумал, что дом никому другому, кроме него, не достанется. Фехтовальщику пришлось получить не один удар, и он, все же скрипя сердце, думал про себя: нечего этих ударов пугаться, а то, пожалуй, дом-то и выскользнет у меня из рук. Когда же, наконец, миновало условленное время, все они сошлись в доме отца, но они не знали, как бы им найти случай высказать перед отцом свое искусство, потому и стали между собой совещаться. Во время их совещания видят, бежит к ним с поля заяц. Сказал парикмахер, вот очень кстати явился, точно званый. Тотчас он взял тазик, мыло, взбил пену, а когда заяц подбежал поближе, он на бегу намылил ему мордочку, и на бегу же выбрил ему бородку, и при этом не порезал его, и ни одного волоска не повредил. «Недурно, — сказал отец, — если только остальные двое не слишком превзойдут тебя в своем мастерстве, то дом останется за тобой». Вскоре после того видят, что мчится какой-то господин во всю прыть в своей карете. «Вот, извольте-ка взглянуть, батюшка, на мое умение, — сказал кузнец». Побежал вслед за каретой, сорвал у одной лошади на скаку все 4 подковы и подковал ее 4 новыми. «Ты просто молодчина, — сказал ему отец, — со своим делом ты справляешься так же хорошо, как твой брат. Право, я даже не знаю, кому из вас двоих я должен отдать свой дом». Тогда сказал третий сын: «Батюшка, дозволь мне показать свое мастерство». Как раз в это время стал накрапывать дождь, и фехтовальщик вынул свою шпагу, стал ею быстро вращать над головой так, что ни одна капля не упала на него. Дождь пошел сильнее, и, наконец, обратился в ливень, который лил, как из ведра, а фехтовальщик все быстрее и быстрее вращал шпагу над головой, и остался сухёконек, словно под крышей стоял. Когда отец это увидел, он изумился и сказал: «Ты превзошел своих братьев в твоем мастерстве, дом принадлежит тебе». Оба остальные брата по предварительному уговору остались вполне довольны таким решением отца. И так как они друг друга очень любили, то стали жить вместе в отцовском доме и продолжали заниматься каждый своим ремеслом. А при своих знаниях, умениях они зарабатывали много денег. Так дожили они в полном довольстве до старости. И когда один из них заболел и умер, двое других
так о нем горевали, то, что вскоре тоже заболели и умерли. По их взаимной любви и тесной дружбе их и похоронили в одной общей могиле. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.